ну, в России, получается, не происходит смена техноукладов в результате классовой борьбы. А наверху просто стоит вот царь-отец, то есть дополнением вместо Запада стоит вот царь-отец, и он так сказать, царь-отец страну держит, так? Свою жену-мать, так? Вот. И он сверху производит преобразование. То есть он противостоит, царь-отец противостоит, значит, западному захватчику, который хочет эту территорию захватить, да? То есть у нас свой есть, как этот, есть самодержец, который который оприходует. Вот, например, почему Лукашенко, например, так хорошо подходит к Беларуси, потому что он батька для страны. Он ее имеет, он о ней заботится, он глава семьи. То же самое вообще на всей этой территории должно быть. Должен быть царь-отец, батька, так, и страна, как получается, как жена. Вот. И тут происходит смена техноукладов в результате преобразований сверху. То есть отец сказал, дети сделали. То есть преобразование должно происходить сверху. И поэтому все ждут, ну так сказать, хорошо относятся в России к Сталину, потому что это самое, сталинизм хотят, потому что ну, ищут сильные руки, потому что должен быть отец, который приведет страну, ну, так сказать, ну, в порядок, то есть в семью приведет. Вот. И исходя из этого, вот, например, эту организменную теорию, ну, скажем, не продвигает, но в своих выступлениях Валентин Катасонов, он вот, например, тоже постоянно приводит этот пример, что вот рассмотрим вот страну как, то есть, исходя из каких он соображений этот образ использует, я не знаю, но на самом деле, я же говорю, можно это обосновать просто потребности кооперации, так? Эта модель очень хорошо сказать, описывает кооперацию больших коллективов людей на основе, так сказать, образа модели человека. Вот. И он это фигурально использует. Вот говорит, вот если как бы человек и в нем, так сказать, вот кровеносная система, то есть эти самые денежные потоки, все, он это как образно использует. А на самом деле это можно использовать как научную модель. И на основании научной модели как разработать математическую модель целостного организма. Вот. И к этому сразу приплетается, значит, вот деятельность этой Елены Ведуты, которая вот предлагает ввести вот кибернетический, значит, балансовый метод на основе кибернетических методов. На самом деле вот организм, он же сбалансирован, это целостная система, которая вот необходима там то-то, то-то, для работы там этих органов, этих клеток необходимо столько того. Так? Это все можно рассчитать. Это вот балансовый метод, он как раз описывает, ну, то есть это вот меню, если как для человека, да. То есть все естественно, все вот эти предложения и теории, они все естественно ложатся вот, если в канву вот этой модели, если взять ее за основу. То есть вот как за основу для идеологии, за основу для экономического развития. Вот. И я вот предлагаю развивать эту теорию. Так, вот это все, значит, я вот положу, наверное. Ну, я заметил, что смотрят обычно до 3 минут, так. То есть вот это положу на Patreon. И кто захочет подписаться, например, да, предлагаю подписаться и смотреть вот, развитие этой теории дальше на Патреоне. А я хочу выразить свою благодарность своим родителям, которые меня поддерживают. Вот сейчас трудное время, сейчас, так сказать, с работой, с деньгами туго. Они меня поддерживают и позволяют мне
ну, заниматься моим любимым делом, вот записать, например, по тем думкам и разработкам вот такой ролик. Большое спасибо моим папе и маме.